Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами вместе будем вязать сумочку с самой обыкновенной филейной сеткой. Вот таким очень красивым оттенком. Его мы выбрали вместе с вами путем голосования в соцсетях. Благодарю всех за участие. Вязать буду из полиэфирного шнура Карамель Baby. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Шнур имеет толщину 2 мм. И цвет это Мальдивы. У меня нашлось вот таких 3 моточка. Убрала упаковку с пряжи. При этом один моточек я уже использовала в вязании. И всего вес 3 мотков, которые у меня остались, составляет 425 грамм. Сколько уйдет на сумочку, я озвучу в конце видео, когда уже сумка будет полностью готова. Вязать буду, используя крючок номер 4. Очень много зависит от плотности вашего вязания. Если вы вяжете слабо, например, то можете взять крючок меньшего размера, например, 3, либо 3,5, для того, чтобы петли вязания не были перерастянуты. Где приобрести материалы для вашего вязания, ссылку на сайт производителя, а также промокод на 10% скидку ждет вас в описании под этим видео. Также эта информация сейчас на вашем экране. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить овальное донышко. Его размеры и пропорции вы можете менять самостоятельно в зависимости от пряжи, которую выбрали, и размера донышка, который хотите получить. Вы можете набрать количество воздушных петель как больше, так и меньше. То же самое касается и количества рядов, которые здесь необходимо будет провязать. Вы можете как больше провязать, так и меньше. Если вам необходим определенный размер овала, то на моем канале вы найдете вот такой мастер-класс. Он называется «Как за 1 минуту рассчитать количество воздушных петель для любого донышка». Там я рассказываю, как на определенный размер донышка рассчитать необходимое количество воздушных петель. Важно при вязании овального донышка соблюдать одно правило. Количество петель должно быть нечетным. Набираем на овал 35 воздушных петель. Это нечетное число. В самом начале отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров и делаем рабочую петлю. Делаю я ее следующим образом. Укладываю крючок, поднимаю хвостик вверх и разворачиваю крючок. У меня получилась вот такая петля. Перекрещивание нитей зажимаю, подхватываю рабочую нить от клубка и протягиваю через петлю, которая была на крючке. Тяну за хвостик, и здесь у меня затягивается узелок. Его я никогда не считаю. И со следующей рабочей петли на крючке мы начинаем формировать воздушные петли на овал. Самая первая воздушная петля, а также последняя, должна быть провязана гораздо плотнее, чем все остальные. Это крайние точки, за которые будет провязываться несколько столбиков с накидом. Затянула рабочую петлю на крючке, подхватываю рабочую нить от клубка и провязываю через петлю, которая на крючке, получаю первую воздушную петлю. Далее вяжем как обычно, в средней плотности. Подхватываем рабочую нить и провязываем через рабочую петлю на крючке. Так выполнили вторую воздушную петлю. Захватываем рабочую нить, провязываем точно так же третью, четвертую и так далее. Всего 35. Последнюю 35-ю воздушную петлю необходимо провязать гораздо плотнее. Теперь необходимо зафиксировать маркер за 35-ю воздушную петлю, которую сейчас провязали. Фиксируем маркер с изнаночной стороны этой петли. Таким образом, у вас с лицевой стороны сейчас 2 нити, а маркер, где зафиксировали, всего 1.
Если плохо ориентируетесь, то на каждую воздушную петлю зафиксируйте маркер вот таким образом, с изнаночной стороны, там, где у вас располагается только одна ниточка. Для того, чтобы в дальнейшем не путаться в петлях при провязывании первого ряда. Вяжем первый ряд. Для того, чтобы сформировать подъем, нам необходимо провязать столбик с одним накидом. Для этого мы будем его имитировать, чтобы он выглядел точно так же, как и все остальные столбики с одним накидом. Провязываем одну воздушную петлю, затем обворачиваем эту воздушную петлю вот таким образом. Поверх петли прокладываем рабочую нить. Вот так. Укладываем ее опять на пальчик и, подхватывая рабочую нить, провязываем еще одну воздушную петлю. Таким образом мы сейчас провязали подъемный столбик, который выглядит так же, как и обычный столбик с одним накидом. Подъемный столбик относится к той воздушной петле, где у нас зафиксирован маркер, то есть 35-й воздушной петле в вязании. Далее мы переходим к формированию филейной сетки. Перед тем, как приступим провязывать далее, необходимо на вторую воздушную петлю подъемного столбика зафиксировать маркер. В том случае, если плохо ориентируетесь, и так вы обозначите точку, за которую будем закрывать в дальнейшем этот ряд. Провязываем филейную сетку. У нас первым провязан подъемный столбик. Далее формируем промежуток, который состоит из одной воздушной петли. Подхватываем рабочую нить и провязываем одну воздушную петлю. Далее делаем накид и формируем столбик с одним накидом, пропуская в основании цепочки одну петлю. И переключаемся на, получается, 33-ю воздушную петлю, которую мы здесь провязывали. Обратите внимание, там, где у нас зафиксирован маркер, мы сформировали подъемный столбик. Над следующей петлей, это 34-я воздушная петля, мы провязали воздушную петлю. И уже в 33-ю воздушную петлю нашей цепочки мы провязываем третью петлю этого ряда, то есть столбик с одним накидом. Накид я уже сделала и ввожу крючок за 33-ю воздушную петлю. Крючок необходимо ввести за 2 нити в верхней части, то есть за полноценную петлю. Подхватываю первую ниточку и вторую ниточку от 33-й воздушной петли. Сейчас на крючке полноценная петля, которая состоит из 2 нитей. Под крючком располагается одна нить. Когда вы вот так развернете все здесь, у вас получится 35-я воздушная петля, далее 34-я и под 33-ю ввели крючок. Все расправляем, подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание. На крючке у нас сейчас рабочая петля, накид и вытянутая петля. Захватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке. На крючке осталось 2 петли. Подхватываем рабочую нить и провязываем еще раз через 2. Так мы сформировали столбик с одним накидом и первое окошко филейной сетки. Сейчас еще раз рассмотрите вот этот фрагмент, чтобы все здесь было правильно. 3 петли у меня здесь в основании. 35, 34 и 33. И первое окошко. Столбик подъемный, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. Продолжаем вязать далее. В промежутке опять провязываем 1 воздушную петлю, делаем накид. В основании от той точки, где мы сейчас сформировали в 33-ю воздушную петлю, мы пропускаем 32-ю воздушную петлю цепочки и в 31-ю вводим крючок. Так как мы в верхней части провязали 1 воздушную петлю, значит и в основании тоже пропускаем
одну воздушную петлю. Здесь провязали, одну воздушную петлю пропустили, следующую вводим крючок. Я переворачиваю и ввожу сначала под одну ниточку, потом под другую. Таким образом, в верхней части крючка у меня располагается петля, которая состоит из 2 нитей. Под крючком у меня располагается одна нить. Захватываю рабочую нить от клубка, протягиваю через основание. На крючке 3 петли. Я подхватываю рабочую нить, провязываю через 2. На крючке осталось 2 петли. Подхватываю рабочую нить и еще раз через 2 провязываю. Таким образом, я провязала сейчас столбик с одним накидом и сформировала второе окошко филейной сетки. В основании тоже еще раз проверьте. Если вы никогда не вязали филейную сетку, то вот этот момент в основании обязательно проверяйте. Также это касается и верхней части. Продолжаем формировать филейную сетку. Вяжем одну воздушную петлю в промежутке. Делаем накид. В основании, там где провязали, пропускаем одну воздушную петлю. В следующую вводим крючок за 2 нити. Первая и вторая. На крючке 2 нити, под крючком 1. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание. На крючке 3 петли, захватываем рабочую нить, провязываем через 2. На крючке осталось 2 петли. Захватываем рабочую нить и провязываем еще раз через 2. Так сформировали еще одну ячейку филейной сетки. При этом опять проверяем, что в основании пропускали одну воздушную петлю. Двигаемся далее. Провязываем одну воздушную петлю, делаем накид. Опять в основании пропускаем от той точки, где провязывали, одну воздушную петлю. Под следующую вводим крючок. Также за 2 нити. На крючке 2 нити, под крючком 1. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом, как обычно. Сначала через 2, потом захватываем рабочую нить и еще раз через 2. Так вы вяжете филейную сетку. В конце ряда формируем одну воздушную петлю, делаем накид. В основании пропускаем одну воздушную петлю и под следующую вводим крючок. При этом обратите внимание, что сейчас мы ввели крючок под самую первую воздушную петлю, которую набирали в цепочке. В верхней части у нас 2 нити, под крючком 1. Довязываем столбик с одним накидом. И на этой стороне мы завершаем вязание. Давайте пересчитаем вместе количество ячеек, которое здесь получилось. Первая ячейка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 ячейка. Далее необходимо выполнить в этой области закругление и перейти на вязание вот с этой стороны. Для этого нам необходимо в самую крайнюю точку, то есть в первую воздушную петлю, провязать всего 5 столбиков с одним накидом, выполняя при этом промежутки из одной воздушной петли, как и делали до этого. Первый столбик уже провязан, формируем промежуток, одну воздушную петлю. Подхватываю рабочую нить и провязываю одну воздушную петлю. Далее делаю накид и провязываю столбик с накидом в первую воздушную петлю цепочки, там где уже провязан столбик. Ввожу крючок в основание, подхватываю рабочую нить, вытягиваю ее. На крючке сейчас 3 петли, и я формирую столбик с одним накидом, как обычно это делаю. Второй столбик провязан. Далее опять формирую промежуток из одной воздушной петли, делаю накид и ввожу крючок опять в ту же точку основания. В итоге я потихоньку начинаю выполнять закругление и переключаться на вот эту сторону. Здесь у меня захват идет за одну ниточку. Хвостик
вот этот, вы не ввязываете. Лучше это сделать позже, когда уже свяжете несколько рядов. Я подхватываю рабочую нить, вытягиваю ее и формирую столбик с накидом. Третий столбик провязан. Опять формируем промежуток, выполняем одну воздушную петлю, делаем накид и вводим крючок за одну ниточку в основании, в ту же точку, где провязывали столбики до этого. Формируем столбик с накидом. В итоге у нас получается 4 столбика провязано. Выполняем одну воздушную петлю, накид и довязываем последний, 5-й столбик. Вводим крючок за одну ниточку, там, где уже провязано 4 столбика. И формируем столбик. Итак, мы выполнили закругление и перешли на вязание с противоположной стороны. Здесь у нас будут провязываться столбики будто бы зеркально. В промежутке, как обычно, мы провязываем одну воздушную петлю, делаем накид. В основании сейчас обратите внимание, что вот здесь у нас пропускается одна воздушная петля и последующую вводим крючок. Эта петля располагается в той точке, где уже провязывали столбик. Сейчас мы вяжем будто бы зеркально. Вводим крючок за одну ниточку, и эта точка располагается в точке основания, где вязали столбик на противоположной стороне. Здесь будьте предельно внимательны. Подхватываем рабочую нить и формируем столбик с накидом на этой стороне. Вот так у вас должно все здесь получиться. Если вы допустили ошибку на этой стороне, сейчас вы ее должны обязательно заметить, потому что у вас не будет сходиться. Контролируйте, чтобы в промежутках были воздушные петли. Даже если вы здесь вязали все правильно, на этой стороне, когда вяжете, все это еще раз проверяете. Провязываем одну воздушную петлю, делаем накид и проверяем еще раз здесь. Вот у нас тут располагается воздушная петля основания, ее мы пропускаем. И под следующую петлю, там где у нас уже провязан на противоположной стороне столбик, вводим крючок за одну ниточку и провязываем столбик. Так вы вяжете до конца. В конце ряда мы провязываем одну воздушную петлю, делаем накид. В основании, как обычно, одну петлю пропускаем и под следующую вводим крючок. Обратите внимание, что здесь располагается маркер. Это мы выделяли, напомню, 35-ю воздушную петлю, которую провязывали. Вводим за одну ниточку крючок и формируем столбик с одним накидом. В этой области нам необходимо сформировать такое же закругление, как и вот здесь, провязав всего 5 столбиков с накидом. При этом у нас здесь в самом начале провязан один столбик. В этой области мы провязали уже по счету второй столбик. И остается довязать еще 3. Тогда мы получим 5 столбиков с накидом. В промежутке мы, как обычно, будем формировать одну воздушную петлю. Первый столбик, далее воздушная петля, делаем накид. В ту точку, где уже провязывали этот столбик, вводим крючок за одну нить и формируем второй столбик. Делаем воздушную петлю в промежутке, накид, провязываем в эту же точку, получается третий столбик. Провязываем одну воздушную петлю в промежуток и в эту же точку формируем четвертый столбик. Пятый у нас уже здесь в конце провязан. Всего получается первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Вот эту петлю, которая растянулась, мы должны сразу поправить
вот здесь у нас предыдущая воздушная петля, потяните за ниточку вот эту одиночную, чтобы незначительно затянуть это отверстие. Переходим к закрытию первого ряда. В промежуток мы всегда формируем одну воздушную петлю. Это значит, после провязывания 4-го столбика на закруглении нам необходимо сформировать одну воздушную петлю. Затем вытягиваем рабочую петлю на крючке, вынимаем его, находим первый столбик, который здесь провязывали. У нас зафиксировано на 2-й воздушной петле здесь маркер. Мы переключаемся на следующую петлю, это воздушная петля, и под нее с изнанки на лицо вводим крючок за 2 нити. Вот так у вас все должно здесь получиться. Подхватываем петлю, которую здесь оставляли, при этом маркер перекидываем вот так на лицевую сторону, чтобы у вас он не оказался в дальнейшем при закрытии ряда на изнанке. Захватываем петлю рабочую и протягиваем через воздушную петлю, куда ввели крючок. Ряд при этом закрыт. Вот она, петля, которая прошла и закрыла этот ряд. Она теперь у нас располагается на изнаночной стороне. Нам необходимо потянуть за рабочую нить и подтянуть эту петлю, если она слишком перерастянута. Она не должна быть слишком маленькая, вот чуть-чуть побольше крючка, его диаметра. Далее необходимо получить еще одну петлю с лицевой стороны. Для этого мы используем маркер и ту петлю, на которую зафиксировали его. Вводим крючок сверху вниз на изнанку под ниточку, где зафиксирован маркер. Вот так у вас все должно здесь выглядеть. С изнаночной стороны вот так. Подхватываем рабочую нить и протягиваем ее на лицевую сторону. Таким образом, из той петли, где зафиксирован маркер, у нас вышла еще одна петелька. Маркер при этом мы убираем сейчас. На крючке 2 петли. Вот это первая у нас от закрытия ряда. Вторую мы сейчас вытянули. Подхватываем рабочую нить и провязываем воздушную петлю. Подхватываем рабочую нить и провязываем вторую воздушную петлю. Так мы сформировали подъемный столбик второго ряда. На вторую петлю за одну ниточку, так же как и в первом ряду, зафиксируйте маркер. Вот таким образом. После провязывания первого ряда обязательно проверьте, чтобы на первом и на втором закруглении у вас было по 5 столбиков. С этой стороны 17 ячеек должно быть, и с противоположной вот здесь тоже должно быть 17 ячеек. Только после этого вы переходите на вязание следующего ряда. Вяжем второй ряд, подъемный столбик у нас уже здесь сформирован. Далее провязываем промежуток. Это 1 воздушная петля. После нам необходимо сформировать столбик с одним накидом в центр столбика предыдущего ряда. Здесь остановлюсь более детально и покажу петли, за которые необходимо провязывать эти столбики. Рассмотрим столбик предыдущего ряда. Он состоит из 3 петель. Первая петля, вторая петля. Здесь нам понадобится только одна вот эта ниточка. И третья петля, верхняя. Здесь нам понадобится только вот эта внутренняя нить. И когда вы будете вводить крючок, вы будете подхватывать только вот эти 2 нити. Делаем накид, находим столбик и те ниточки, за которые нам необходимо ввести крючок. Вводим его будто бы в центр верхней петли, таким образом, чтобы подхватить только вот эти 2 нити. С изнанки это будет выглядеть вот так. С внутренней стороны тоже показываю. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через основание и провязываем столбик с одним накидом.
Далее формируем промежуток. Одну воздушную петлю, делаем накид, находим следующий столбик и также в центр этой петли верхней от столбика вводим крючок таким образом, чтобы вот здесь подхватить две ниточки, которые я показывала. Подхватываем рабочую нить и формируем столбик с одним накидом. Опять провязываем промежуток, одну воздушную петлю, накид, находим следующий столбик и здесь также захватываем только две нити с этой стороны и провязываем столбик. Вяжете таким образом до той точки, где у вас располагается закругление. Во втором ряду нам необходимо сформировать всего 3 прибавки, используя участок закругления из 5 столбиков, которые провязывались в одну точку от первого ряда. Таким образом, мы во втором ряду провяжем прибавку на первый столбик, третий и пятый. Провязываем одну воздушную петлю в промежуток, делаем накид, находим первый столбик закругления, вводим крючок, как обычно, захватывая с внутренней стороны 2 нити. Провязываем столбик с одним накидом. Формируем одну воздушную петлю, делаем накид и в эту же точку выполняем еще один столбик. Вводим крючок и провязываем столбик. Таким образом мы выполнили первую прибавку, которая состоит из 2 столбиков, провязанных в один столбик предыдущего ряда. Формируем одну воздушную петлю, делаем накид и следующий столбик предыдущего ряда мы провязываем один одиночный столбик. Выполняем одну воздушную петлю, делаем накид и в следующий столбик основания предыдущего ряда мы провязываем прибавку. Вводим крючок, провязываем первый столбик, провязываем одну воздушную петлю для промежутка между столбиками, делаем накид, вводим крючок в эту же точку основания и формируем еще один столбик. Таким образом мы выполнили вторую прибавку, которая состоит из 2 столбиков в один столбик предыдущего ряда. Провязываем одну воздушную петлю, делаем накид, находим следующий столбик основания предыдущего ряда и провязываем один одиночный столбик. Провязываем одну воздушную петлю, делаем накид, находим следующий столбик предыдущего ряда и здесь выполняем уже третью прибавку, провязывая сначала первый столбик, выполняем одну воздушную петлю, накид и провязываем в эту же точку еще один столбик. Так мы выполнили третью прибавку, которая состоит из 2 столбиков в один столбик предыдущего ряда. Далее выполняем одну воздушную петлю и переключаемся на столбики, которые у нас располагаются далее. И формируем филейную сетку, как обычно, без прибавок до следующего закругления. Ну а здесь у нас получилась следующая картина. Прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, прибавка. И далее просто формируем без прибавок филейную сетку, как я уже и сказала ранее. На втором закруглении нам необходимо также сформировать 3 прибавки. Нашли 5 столбиков, которые провязывали в предыдущем ряду в одну точку. Вот он, первый столбик. Я после столбика, который во втором ряду провязала, делаю воздушную петлю и ввожу крючок в первый столбик. Здесь я формирую так же, как и на первом закруглении, прибавку, которая состоит из 2 столбиков в одну точку. Провязала первый, выполнила одну воздушную петлю и сформировала второй столбик.
Первая прибавка готова. Выполняю воздушную петлю. Следующий столбик провязываю один одиночный. Выполняю одну воздушную петлю. И в следующий столбик формирую вторую прибавку, где выполняю 2 столбика в одну точку. Провязываю первый, выполняю одну воздушную петлю, накид, и в эту же точку провязываю второй. Вторая прибавка готова. Выполняю одну воздушную петлю, накид, в следующую точку основания я провязываю один одиночный столбик. Далее провязываю одну воздушную петлю и в следующую точку основания, то есть в столбик, мне необходимо провязать 2 столбика. Таким образом я сформирую третью прибавку. При этом у меня в самом начале провязан подъемный столбик уже здесь. Это значит, что мне всего необходимо провязать один столбик туда, где я провязывала самый первый, в самом начале второго ряда. Провязала столбик, и у меня получилась прибавка в одну точку. Первый и последний столбик. Далее мы закрываем ряд точно так же, как и предыдущий. Выполняем одну воздушную петлю, вытягиваем рабочую петлю на крючке, вынимаем крючок, находим первый столбик, где у нас зафиксирован маркер, и вот она, после этой петли у нас располагается воздушная петля. Под нее с изнанки на лицо вводим крючок. За 2 нити. Вот так у вас все должно здесь быть. Перекидываем маркер на лицевую сторону и захватываем петлю, которую вытягивали. Протягиваем ее под петлей. Ряд закрыт. Далее регулируем размер этой петли. Затем вводим крючок в петлю, где у нас зафиксирован маркер. Маркер убираем. Подхватываем рабочую нить, протягиваем ее, 2 петли на крючке, захватываем рабочую нить, провязываем первую воздушную петлю и провязываем вторую воздушную петлю. Фиксируем маркер на вторую воздушную петлю, для того, чтобы в следующем ряду точно так же закрыть ряд. После проверьте, чтобы и на втором закруглении все прибавки были выполнены. Первая прибавка – одиночный столбик, вторая прибавка – одиночный столбик и третья прибавка. Начиная с третьего ряда на данном участке все действия выполняются всегда одинаковым способом. Закрытие ряда, подъемный столбик. Далее вы провязываете всегда одну воздушную петлю для промежутка и формируете филейную сетку, как обычно. Столбик с одним накидом и затем провязываете одну воздушную петлю. Так вы вяжете на данном участке самостоятельно во всех последующих рядах. Ну а я буду показывать на вот этом закруглении, на каждом последующем ряду, в каких точках формируются прибавки. Вяжем третий ряд на закруглении. Здесь нам необходимо сформировать всего 3 прибавки. И располагаться они будут по центру прибавок предыдущего ряда, вот в этих точках. Все остальное вязание на закруглении мы формируем точно так же, как и в предыдущих рядах. Выполняем воздушную петлю, накид, и впереди нас ждет прибавка предыдущего ряда. Вот она, состоит из 2 столбиков. На первый столбик я провязываю, как обычно, столбик с одним накидом. Далее формирую промежуток, одну воздушную петлю, делаю накид и теперь формирую прибавку. Ввожу при этом крючок между 2 столбиками по центру прибавки предыдущего ряда. Подхватываю рабочую нить и формирую
столбик с одним накидом. Так сформировали прибавку номер 1. Выполняем воздушную петлю для промежутка, как обычно, накид, и на второй столбик прибавки предыдущего ряда, как обычно, в центр столбика вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Вот так выглядит сформированная прибавка в третьем ряду. Точно так же нам необходимо сделать на вторую прибавку предыдущего ряда и на третью. Все остальное здесь мы вяжем как обычно, соблюдая все правила. Выполняем воздушную петлю, накид, находим одиночный столбик в основании, провязываем столбик. Выполняем воздушную петлю на промежуток, делаем накид, и здесь на очереди вторая прибавка предыдущего ряда. На первый столбик мы, как обычно, провязываем столбик с накидом. Выполняем одну воздушную петлю, накид и формируем прибавку. Вводим крючок между двумя столбиками по центру прибавки предыдущего ряда. И провязываем здесь столбик с одним накидом. Так мы выполнили прибавку номер 2. Формируем промежуток, одну воздушную петлю, накид, и на второй столбик прибавки предыдущего ряда провязываем столбик. Так мы сформировали еще одну область с прибавкой. Дальше вяжем по рисунку, как обычно. Воздушная петля, накид, и на одиночный столбик в основании провязываем столбик. Воздушная петля, накид, и далее у нас третья прибавка предыдущего ряда. На первый столбик мы провязываем все как обычно, вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда и формируем столбик. Провязываем воздушную петлю, делаем накид и прибавку формируем. Вводим крючок между двумя столбиками по центру прибавки предыдущего ряда и провязываем столбик. Так мы выполнили третью прибавку. Формируем воздушную петлю, делаем накид, и на второй столбик прибавки предыдущего ряда провязываем, как обычно, столбик с одним накидом. Вот так выглядит третья область, где мы сформировали прибавку. И рассмотрим еще раз этот фрагмент. Вот она, прибавка предыдущего ряда. И здесь мы добавили один столбик по центру. Вторая прибавка предыдущего ряда, и по центру мы добавили еще один столбик. И третья прибавка предыдущего ряда, и по центру провязали столбик. Также хочется здесь пересчитать все петли, которые мы сформировали. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и 11. Первое закругление готово. Вяжете до следующего закругления. На втором закруглении прибавки формируются по такому же принципу, как и на первом. Просто перемотайте видео на нужный участок и еще раз можете провязать вместе со мной под видео. Здесь находите также первую прибавку предыдущего ряда, вторую и третью. Она располагается в конце ряда. И на каждую по центру провязываете дополнительный столбик, выполняя прибавку. При этом в конце ряда на второй столбик прибавки предыдущего ряда столбик уже провязан в самом начале. Далее закрываете ряд, как я показывала ранее, выполняете подъемный столбик и довязываете четвертый ряд до закругления. Вяжем четвертый ряд на закругление. Здесь мы повторим 3 прибавки, и располагаться они будут над прибавками предыдущего ряда. Вот здесь прибавка второго ряда. Далее над ней мы вязали в третьем ряду прибавку. В четвертом повторим успех и провяжем вот в этой области прибавку, провязывая при этом на один столбик прибавки предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом, соблюдая при этом все правила вязания данного узора. Формирую воздушную петлю, делаю накид, нахожу следующую петлю основания. Она не относится к прибавке.
Здесь я просто провязываю, как обычно, столбик в центр столбика предыдущего ряда. Далее формирую одну воздушную петлю, делаю накид, и здесь у меня располагается прибавка предыдущего ряда. На этот столбик я должна выполнить прибавку 4-го ряда, провязав 2 столбика в одну точку. Я ввожу крючок в центр столбика предыдущего ряда и провязываю столбик с одним накидом. Выполняю воздушную петлю, накид, и в эту же точку основания провязываю еще один столбик. Ввожу крючок в центр столбика предыдущего ряда, там, где я уже провязывала первый столбик, и формирую второй. Так сформировали прибавку номер 1 в 4-м ряду. Далее мы вяжем по узору, как обычно, до той точки, где у нас располагается вторая прибавка предыдущего ряда. Довязав до второй точки, где нам необходимо сформировать прибавку, мы провязываем 2 столбика в одну точку. Выполняю воздушную петлю, накид, нахожу столбик предыдущего ряда, в его центр ввожу крючок. Этот столбик у нас прибавка предыдущего ряда, напомню. Провязываю первый столбик, воздушную петлю, накид, и в эту же точку формирую второй столбик. Так мы выполнили сейчас вторую прибавку 4-го ряда над прибавкой предыдущего ряда, то есть 3-го. Здесь же у нас ниже на 2-м ряду тоже располагается прибавка. Проверьте вот эту всю ступеньку из рядов. Далее мы вяжем до 3-й точки, где нам необходимо сформировать 3-ю прибавку. Вот она, прибавка предыдущего ряда, и до этой точки мы вяжем как обычно, соблюдая все правила данного узора. Когда вы довязали до той точки, где необходимо сформировать прибавку, которая состоит из 2 столбиков, мы делаем накид, вводим крючок в центр столбика предыдущего ряда, провязываем первый столбик, формируем одну воздушную петлю, накид, и в эту же точку провязываем еще один столбик. Таким образом, мы сейчас сформировали 3-ю прибавку 4-го ряда над прибавкой предыдущего ряда. Здесь же проверяем, вот он, 2-й ряд, и здесь у нас тоже была прибавка. Далее вы вяжете без изменений, как обычно, по рисунку, до следующего закругления. На 2-м закруглении вы повторяете все то же самое, что и в этой области. Вот так все должно у вас здесь получиться. Заодно пересчитаем все петли, которые у нас на закруглении. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петля. Всего 14 петель на закруглении получилось. Во всех последующих рядах нам необходимо формировать прибавки над прибавками предыдущего ряда. При этом используя принципы, чередуя всего лишь 2 ряда. 3-й ряд и 4-й ряд. Когда вы будете вязать 5-й ряд, как вот сейчас в данном случае, мы смотрим на прибавку предыдущего ряда. Она сейчас выглядит следующим образом. У нас 2 столбика провязаны в одну точку. Значит, в верхней части, когда мы вяжем 5-й ряд, мы используем принцип формирования прибавки из 3-го ряда. Вот она. Здесь такая же картина была. Провязываем. Делаю воздушную петлю. Нахожу прибавку предыдущего ряда. Здесь у меня 2 столбика в одну точку. Я на 1-й провязываю столбик. Провязываю воздушную петлю. Делаю накид. И теперь формирую прибавку. В центр прибавки предыдущего ряда между 2 столбиками. Ввожу крючок и провязываю прибавку номер 1. Воздушная петля, и на 2-й столбик прибавки предыдущего ряда я просто довязываю столбик с одним накидом.
Таким образом, в пятом ряду я сейчас повторила принцип прибавки, как и показывала в третьем ряду. Вот он, третий ряд, и здесь такая же прибавка. Далее вы вяжете самостоятельно до следующей прибавки. Когда вы довязали до второй прибавки предыдущего ряда, здесь мы повторяем все то же самое. Воздушная петля, накид, на первый столбик формируем столбик с одним накидом, далее воздушная петля, накид, и в центр прибавки предыдущего ряда между столбиками вводим крючок и формируем прибавку пятого ряда. Воздушная петля и довязываем на второй столбик прибавки предыдущего ряда столбик с одним накидом. Так выполнили вторую прибавку, точно так же, как и вязали первую. Довязываем до третьей прибавки и повторяем все то же самое, что и в этом случае. И вот так будет выглядеть на закруглении пятый ряд. Первая прибавка, вторая прибавка и третья. Довязывайте этот ряд до конца, выполняя на втором закруглении все то же самое, что и на первом, используя все принципы. При вязании шестого ряда на закругление необходимо использовать принцип формирования прибавок из четвертого ряда, как вот здесь мы делали, в четвертом ряду. Так как мы формируем прибавки над прибавками предыдущего ряда, естественно, смотрим, вот она прибавка пятого ряда, здесь провязывался просто одиночный столбик. Значит, в верхней части при вязании шестого ряда мы должны в одну точку провязать 2 столбика. Сформировала здесь воздушную петлю, прибавка предыдущего ряда, и в центр этого столбика я провязываю сначала первый столбик, воздушную петлю, и в эту же точку провязываю второй столбик. Первая прибавка готова. Далее вяжем до следующей точки, где формировали в пятом ряду прибавку. Здесь опять на прибавку предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. Ввожу крючок в центр столбика предыдущего ряда, провязываю первый столбик, воздушную петлю, и в эту же точку формирую второй столбик. Так я выполнила вторую прибавку шестого ряда, используя принципы формирования прибавки из четвертого ряда. То есть, как вы уже поняли, мы в пятом ряду провязали как в третьем, в шестом ряду провязали как в четвертом. У нас опять чередуются 2 ряда, третий и четвертый. В следующих парах опять повторится такое же чередование. В седьмом ряду мы будем вязать точно так же прибавку, как и в пятом. В восьмом ряду, если он у вас будет, то формируем прибавку так же, как и в шестом. Эти принципы распространяются на любой размер. Да, возникает незначительная угловатость, но в данном случае ничего не нужно выдумывать, просто формируйте прибавки над прибавками предыдущего ряда. Получается необычное такое донышко. Провязав шестой ряд на закругление, вот так все должно получиться. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Вяжете шестой ряд самостоятельно до конца, формируя и на втором закруглении точно так же, как и на первом, используя принцип из четвертого ряда. Далее вы вяжете самостоятельно донышко нужного вам размера. Еще раз повторюсь, что на закруглениях у вас должно присутствовать по 3 прибавки с каждой стороны. Прибавки формируются над прибавками предыдущего ряда, используя принципы формирования прибавок 3 и 4 ряда или 5 и 6. Любой из этих пар подходит для того, чтобы вы в дальнейшем формировали прибавки определенным способом. Смотрите на предыдущий ряд и определяете, как будете в верхней части формировать прибавку. Я провязала всего здесь 8 рядов, и размер донышка у меня получился следующий. Ширина 34 сантиметра, глубина донышка 17 сантиметров.
Я уже хорошо отпарила донышко, и у меня оно получилось вот такой интересной формы. Далее мы переходим на вязание корпуса сумки. Здесь вяжем без прибавок по узору, соблюдая все правила, которые я рассказывала ранее. Формируйте филейную сетку вверх, начиная с 9 ряда. Я всего провязала 35 рядов, получается в донышке 8 рядов. И вот здесь в корпусе сумки 27, получается всего 35. Этот параметр вы регулируете под себя самостоятельно, потому что плотность вязания у нас у всех разная. А это значит, и высота столбиков у вас может быть другая. Возможно, вам понадобится большее количество рядов, либо меньшее. Также следует учитывать рост человека, который будет носить эту сумку. Потому что если низкого роста, то, скорее всего, высота этой сумки будет великовата. Если вот так на донышко поставить сумочку, то ее высота получается 29 сантиметров. Это актуально, если вы еще укрепляете донышко, потому что оно будет держать у вас форму и замеряется только вот эта высота. Если сумочку вот так сложить, то высота получается 37 сантиметров. И в ширину она получилась практически 43 сантиметра. И расход пряжи у меня на вот этот каркас получился 282 грамма. Это приблизительно 376 метров. Далее мы переходим на формирование ручек. Если они у вас будут, например, кожаные, то вы просто здесь их пришиваете. Если вязаные, то устанавливаете, либо можете выполнить такого же плана ручки, как я покажу далее. Для того, чтобы их сделать, нам необходимо нанести некоторую разметку, где мы будем формировать эти ручки. Для этого вы складываете ровно вот так сумочку, находите, где вы набирали цепочку из воздушных петель, и от этих точек начинаете подниматься по центральным прибавкам вверх. Тем самым находите в боковых частях центры. Я здесь зафиксировала маркеры на ячейке, вот так прям. Далее от боковых частей вы в эту сторону и в эту, к центру, отсчитываете одинаковое количество ячеек. Если не считать ту ячейку, где у меня зафиксирован маркер, то получается, я вот здесь отступила первая ячейка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и 13 ячейка. И сразу после нее на столбик зафиксировала маркер. То же самое я сделала и в этой области. С противоположной стороны то же самое повторяем. И также отмечу, что в центральной части у меня получилось всего здесь 15 ячеек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и 15. Далее маркер. Наносите разметку. Приступаем к формированию ручки. У меня это 36 ряд. Довязываем до той точки, где нанесли разметку маркерами. В этой области я начну набирать цепочку из воздушных петель на ручку, а в этой области я присоединю эту цепочку и продолжу вязать в боковой части. Начинаем мы с той точки, где завершили предыдущий ряд. Мне здесь необходимо было провязать всего лишь одну ячейку. И если у вас сложилась такая ситуация, что вы хотите вот этот интервал сделать больше, то в любом случае вам необходимо будет обрезать ниточку, спрятать хвостик в полотно и начать вязать с боковой части, довязывая до той точки, где у вас располагается разметка. Как я уже сказала, я довязала до той точки, где мне необходимо начать формировать ручку из воздушных петель. Длина этой цепочки зависит от плотности вашего вязания и ручки, которую вы хотите получить в дальнейшем. Плотность у нас, как вы помните, у всех разная. И я знаю, что при моей плотности вязания
Для того, чтобы получить ручку 60 сантиметров, мне необходимо набрать 100 воздушных петель. Если мне нужно получить ручку длиной 50 сантиметров, я должна набрать цепочку примерно 80 воздушных петель. При этом важно помнить, что количество петель должно быть нечетное. А это значит, если вязать ручку, например, 60 сантиметров, то набираете либо 99 воздушных петель, либо 101 воздушную петлю набираете. Если вы хотите получить ручку, как я, около 50 сантиметров, то набираете либо 79, либо 81 воздушную петлю. Я наберу 81 воздушную петлю. При этом мне необходимо первые 2 воздушные петли провязать гораздо плотнее. Первая и вторая. Также последние 2 необходимо тоже набрать плотнее. Все остальные вы вяжете как обычно. Считаем 3-я, 4-я и так далее. Набираете нужное количество воздушных петель. Как я уже и говорила, последние 2 воздушные петли необходимо провязать гораздо плотнее. Теперь необходимо эту цепочку присоединить ко второй точке, которую мы здесь намечали. Перед этим обязательно расправьте всю цепочку и убедитесь, что она у вас не перекручена. Далее делаем накид и вводим крючок в столбик, так же как и при вязании филейной сетки, где у нас зафиксирован маркер. И провязываем столбик. Так мы присоединили эту цепочку и продолжаем вязать филейную сетку, как обычно. Провязываем воздушную петлю, накид и в следующий столбик уже вводим крючок. Провязываем ячейку филейной сетки. Продолжайте вязать в боковой части, при этом довязывая до той точки, где у вас располагается второй участок, где необходимо сформировать вторую ручку. Формируйте ее точно так же, как и первую. Довязывайте этот ряд до конца и закрывайте его таким же способом, как и все предыдущие. В итоге у вас получится вот такая деталь. В следующем ряду над цепочкой из воздушных петель нам необходимо сформировать филейную сетку по всем правилам вязания этого узора. Довязываем до той точки, где у нас располагается последний столбик с накидом в основании. Я сейчас провязала подъемный столбик, выполняю одну воздушную петлю, делаю накид и провязываю столбик с одним накидом в крайний столбик предыдущего ряда. Далее у меня располагается цепочка из воздушных петель. Здесь мы будем провязывать задушку. Когда вы перевернете, у вас располагается вот такая одна ниточка. За нее мы будем провязывать. И когда провяжем, у нас цепочка развернется вот таким образом. Здесь у нас будут петли, и в этой области тоже будут такие же петли. А в верхней части будет сформирована филейная сетка. Провязываем одну воздушную петлю, делаем накид и находим в основании точку, где мы сейчас провязывали столбик. От нее мы по всем правилам филейной сетки пропускаем одну петлю и под следующую вводим крючок. Сейчас я буду вводить с лицевой стороны этой косички за 2 нити. Еще раз проверяю, чтобы у меня в основании была пропущена одна петля. И затем разворачиваю крючок. Тем самым поднимаю одну ниточку наверх, и в этой части буду сейчас формировать столбик. А с внутренней стороны у нас остается петля. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик с одним накидом. Сформировали первую ячейку на ручке. Провязываем, как обычно, одну воздушную петлю, делаем накид, находим точку, где мы сейчас провязали, следующую петлю пропускаем и под следующую вводим крючок. Я обычно это делаю вот так. Ставлю крючок под петлю, под ниточку, и вот так как бы накидываю на крючок эту петлю, и у меня хорошо он входит.
В верхней части у вас должна располагаться одна ниточка, под крючком 2. При этом проверьте, чтобы вот эта косичка у вас была ровная и не перекручена. Здесь мы провязали столбик, следующую петлю пропустили и под следующую ввели крючок. Провязываем столбик с накидом. Далее опять делаем все то же самое. Выполняем одну воздушную петлю, делаем накид, в основании пропускаем одну петлю и под следующую вводим крючок. Опять ставим под петлю, под ниточку крючок и как бы накидываем петлю на крючок. Таким образом у нас опять здесь такая же картина. Здесь мы провязали, петлю пропустили, под следующую ввели крючок и провязываем столбик с накидом. Так вы вяжете на протяжении всей этой цепочки. Сформировав филейную сетку на протяжении всей этой цепочки, нам необходимо выполнить переход с ручки на боковую часть сумочки. Для этого после столбика мы, как обычно, провязываем одну воздушную петлю, делаем накид, находим петлю основания от предыдущего столбика, вот она. Следующую петлю основания мы пропускаем, и под следующей петлей у нас располагается столбик предыдущего ряда. В его центр, как обычно, мы вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Далее формируем филейную сетку на боковой части, как обычно, провязывая этот узор. При этом проверьте, чтобы у вас вот в этой области все петли сошлись, то есть одна здесь должна быть пропущена, а также цепочка не должна быть перекручена. Если что-то из этого у вас не сошлось, значит допустили ошибку. Либо в наборе петель, либо неправильно ее присоединили, она у вас перекрутилась. Далее вы вяжете по боковой части сумочки, довязывая до следующей цепочки. И здесь формируете филейную сетку точно так же, как и в этом случае. То есть как первую формировали, так и делаете на второй. Довязываем до конца и закрываем этот ряд уже привычным способом. Итого у меня сейчас провязано всего 37 рядов. Там, где располагается маркер, это был 35 ряд. В 36-м формировали воздушные петли на ручку. В 37-м формировали филейную сетку. Но в 38-м мы сформируем убавку, которая состоит из двух столбиков, провязанных вместе. В той точке, где у нас располагается вот этот переход с корпуса сумки на ручку. Потому что когда она вот так поднимется, в этой части будет натяжение, а здесь образуется складка. Именно поэтому необходимо провязать убавку. Эта убавка будет располагаться на двух крайних столбиках перед ручкой. Вот он, первый столбик, и вот второй. Это значит, что там, где мы будем формировать подъемный столбик, мы будем провязывать убавку. Протянули петлю, далее вводим крючок в столбик предыдущего ряда, как и обычно это делали, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. На крючке 2 петли. Захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли. Далее, по идее, мы должны были провязать одну воздушную петлю, чтобы сформировать полноценный подъемный столбик. Но так как у нас в этой области формируется убавка, этого мы не делаем и сразу переходим на формирование следующего недовязанного столбика. Делаем накид, вводим крючок в следующий столбик, захватываем рабочую нить и вытягиваем. На крючке 3 петли. Мы захватываем рабочую нить, провязываем через 2 петли на крючке. На крючке осталось 2 петли, и это 2 недовязанных столбика. Мы захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли на крючке. Так мы сформировали убавку, которая состоит из 2 столбиков, провязанных вместе. И располагается эта убавка, если опуститься в нижнюю часть, на последней ячейке перед ручкой. На рабочую петлю, которая сейчас подвижная на крючке, зафиксируйте маркер. Через эту петлю мы будем закрывать этот ряд. Далее формируем одну воздушную петлю, накид, находим следующий столбик и провязываем здесь столбик, формируя при этом ячейку. Все дальнейшее вязание у вас будет, как обычно,
с формированием филейной сетки. Так вы вяжете до следующего перехода. Здесь нам необходимо также сформировать убавку. Находим ячейку из 2 столбиков. Вот она. В этой области нам необходимо довязать одну воздушную петлю. Делаем накид. Вводим крючок в первый столбик. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Захватываем рабочую нить, провязываем через первые 2 петли на крючке. На крючке сейчас осталось 2 петли. Рабочая петля и петля от недовязанного столбика. Далее мы делаем накид, вводим крючок в следующий столбик, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Захватываем рабочую нить, провязываем через первые 2 петли на крючке. Таким образом, у нас сейчас на крючке следующая картина. Рабочая петля, первый недовязанный столбик и второй недовязанный столбик. Всего 3 петли. Захватываем рабочую нить и провязываем через все петли на крючке. Таким образом, мы сейчас вот в этой области сформировали убавку. Далее вяжем, как обычно, филейную сетку по боковой части сумочки. Довязываем до второй ручки. На второй ручке необходимо выполнять такие же убавки в тех же точках. Довязали до ручки, остановились на одной ячейке, где располагаются 2 столбика. После столбика в верхней части мы провязываем воздушную петлю, делаем накид, вводим крючок в первый столбик, вытягиваем петлю и провязываем через первые 2 петли. Выполнили один недовязанный столбик. Далее делаем накид, в следующий столбик вводим крючок и формируем еще один недовязанный столбик. Так у нас получилось на крючке рабочая петля и 2 недовязанных столбика. Захватываем рабочую нить и провязываем через все петли на крючке. Так сформировали убавку. Довязывайте по ручке в верхней части и на втором переходе формируете такую же убавку. После довязывайте до конца этого ряда. Довязав этот ряд, закрываем его через петлю, на которой зафиксирован маркер. Перед этой петлей располагается убавка. Мы ввели крючок, захватили петлю, которую здесь оставляли, и протягиваем ее. Ряд закрыт. Переходим на формирование 39 ряда, он у нас будет последний. Формируем просто филейную сетку по рисунку. Начинаем с подъемного столбика. Здесь в нижней части у нас располагается убавка предыдущего ряда. Нам необходимо ввести крючок, захватив нити и от первого столбика в этой убавке, и от второго. Для этого мы опускаем крючок вниз и вводим его в центр петли от первого столбика. Таким образом, у нас с этой стороны одна ниточка и там тоже одна нить. Затем отодвигаете этот столбик, здесь располагается второй. Нам необходимо захватить только одну вот эту крайнюю ниточку. Направляем крючок в центр верхней петли и вводим крючок. Вот так все должно здесь выглядеть. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее на крючке 2 петли, захватываем рабочую нить, провязываем через 2 петли на крючке, затем формируем одну воздушную петлю. Так провязали подъемный столбик. Выполняем одну воздушную петлю в промежуток, делаем накид, маркер я беру сразу здесь, и в следующий столбик провязываю столбик с одним накидом. Так я сформировала первую ячейку. Вяжем по верхней части ручки. На следующем участке, где формировалась убавка, нам необходимо также вводить крючок. После столбика провязываем одну воздушную петлю, делаем накид, находим убавку, вводим крючок сначала под первый столбик, затем отодвигаем эту ниточку, видим здесь второй столбик, и в верхней части у него располагается петля. В центр вводим крючок. Таким образом, у нас сейчас крючок введен через 2 столбика предыдущего ряда, то есть через убавку. Захватываем рабочую нить, протягиваем и формируем столбик с одним накидом. Далее вы вяжете самостоятельно и на каждом участке повторяете все то же самое, что я показала ранее.
Довязав 39 ряд, нам необходимо его закрыть следующим образом, при условии, если это последний ряд в вашем вязании. Провязываем после столбика одну воздушную петлю, затем мы отмеряем ниточку около 10-15 сантиметров и обрезаем ее. Полностью вытягиваем эту нить, вставляем хвостик в иголочку, находим столбик, самый первый, который провязывали, и ту петлю, на которой обычно фиксировали маркер. Эта петля располагается в следующей точке. Вот здесь у меня верхняя петля от столбика, который провязывала. Следующая петля – это воздушная петля. Под нее с изнанки на лицо необходимо ввести иголочку. Вот таким образом. В верхней части у нас полноценная петля, которая состоит из 2 нитей. Под иголочкой 1 нить. Протягиваем шнур. И теперь необходимо вернуть в ту точку, откуда он вышел. Вот здесь проходит закрытие ряда. Вот она, воздушная петля, в ее центр вводим иголочку. И протягиваем нить. Затягиваем и выравниваем размер этой петли, как и все остальные. Затем переворачиваем. И необходимо вот этот хвостик увести к столбику. Протягиваем нить. Вот так все получилось. И теперь, петляя, прячем хвостик в полотно. Сначала я спускаюсь до основания этого столбика. Затем переключаюсь под следующий. И так вот вниз опускаю шнур. Вот так по полотну я прошлась вниз. И когда у меня остался уже небольшой хвостик, находим точку, где у нас основание столбика. И ниточка должна как бы выходить изнутри. Затем мы незначительно натягиваем эту нить, обрезаем, оставив хвостик около 3 мм. Обрабатываем ее огнем, и как только хвостик подплавился, немножечко натягиваем, и этот оплавленный хвостик прячется внутри. Вот так все незаметно здесь должно и у вас получиться. Сумочка практически готова, осталось лишь тщательно выполнить ВТО и пришить бирочку. Настал тот момент, когда я просто обязана сообщить вам, сколько же ушло шнура на эту сумку, но перед этим давайте сделаем контрольные замеры. Ширина сумки составляет 44 сантиметра. Высота сумки без донышка я уже озвучивала, что 29-30 сантиметров. Если мы ее вот так вот расправляем, то высота по центру 37 сантиметров. И если мерить по боковой части, то практически 40 сантиметров высота. Длина ручки получилась 45 сантиметров. При условии, что ручка тянется, я сейчас ее растягиваю и получаю длину 50 сантиметров. Ширина ручки у меня из 3 рядов и 3,5 сантиметра. Вот такие параметры данной сумочки. В итоге вес сумочки составляет 328 грамм. Это приблизительно 440 метров шнура Карамель Бэби. На этом мой мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Отмечайте меня в соцсетях, подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много идей, которые вдохновят вас на вязание. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!